Один человек уже пытался допросить меня. Я съел его заживо вместе с фасолью под соусом. Ганнибал Лектор. Привет, с тобой Юджин из Graphicor в рамках проекта Photo Without Studio. Думаю, многие смотрели этот легендарный фильм, а кто не смотрел, советую. Ну а сегодня мы постараемся создать постер к фильму «Молчание ягнят». Поехали! Открой файл с портретом в Photoshop. Все материалы, как всегда, по ссылке в описании. Для этого постера хорошо подходит портрет с тенью на одной стороне, так как на оригинальном постере тень с одной стороны. Если у вас тень слева, как в нашем случае, то нужно изображение отразить. Иди в изображение, вращение изображения, отразить холст по горизонтали. Дальше нужно сделать обрезку изображения, чтобы оно стало вертикальным, как постер. Выбери инструмент рамка и в верхнем меню выбери ширина, высота, разрешение. Дальше нажми кнопку очистить. Теперь в ячейку высоты введи 1400, а в ячейку разрешения 72. Размести рамку, как показано на видео, и нажми Enter. Данный слой преобразуй в Smart объект. Правой кнопкой мыши по слою преобразовать Smart объект. Перейди в раздел Фильтр, Размытие, Размытие по поверхности. Установи радиус 35 пикселей, а порог 15. Перейди в раздел Фильтр, Шум, Добавить шум. Эффект 41%, распределение равномерное. Щелкни по значку корректирующего слоя и выбери поиск цвета. В свойствах корректирующего слоя должна стоять галочка «Файл 3D LUT». И в первом выпадающем списке нужно выбрать bypass.look. И здесь нужно пояснить, что такое LUT. LUT расшифровывается как Lookup Table. Посмотрите таблицу. Это набор, или лучше сказать матрица, в которой заключена информация о соответствии одного цвета другому, и которая может применяться в различных программах. То есть, если мы применим какой-то LUT, то цвета в нашем изображении как-то поменяются. Своего рода цветокоррекция. Прелесть этого метода в том, что можно придерживаться одного стиля в разных источниках. Например, в фотографиях, видео или моделировании, например. LUT файл является универсальным и не относится к Photoshop. Такой файл можно открыть в любой программе, которая поддерживает LUT. Обычно LUT имеет расширение .cube или .3dl. Открой окно «Коррекция». Если у тебя нету такого окна, то иди в меню «Окно Коррекция». Выбери иконку «Карта градиента». В свойствах слоя нажми на иконку градиента. Выбери нижний левый ползунок, задай ему позицию 60. Цвет черный. Выбери нижний правый ползунок, позиция 100. Цвет 3050D. Измени режим наложения данного слоя на цветность. Сделай активным слой поиск цвета и с зажатой клавишей Ctrl или Command на Mac нажми на создание нового слоя. Таким образом мы создали новый слой под активным слоем, а точнее между портретом и двумя корректирующими слоями – поиск цвета и карта градиента. На новом слое круглой мягкой кистью черным цветом прорисуем справа, там где у нас тень, а белой кистью слева, там где у нас цвет.
Выдели слой с портретом и сделай его дубликат. Ctrl-J или Command-J на Mac. Перемести этот слой в самый верх. Это можно сделать не только мышкой, но и сочетанием клавиш Ctrl плюс квадратная скобка или Command плюс квадратная скобка на Mac. Нажми на глазок возле фильтра. Добавить шум, чтобы выключить его. Добавь корректирующий слой цвет. Цвет поставь 830420. Поменяй режим наложения на перекрытие. Если зрачки темные, то выдели копию слоя с портретом и иди изображение, коррекция, тени, цвета. Тени 35%, цвета 0. Выдели слой заливка цветом и добавь еще один корректирующий слой уровня. Выходной уровень теней 14, входной уровень цветов 162. Это даст нам более яркие блики и средние тона. Сделай эти два корректирующих слоя обтравочными масками, чтобы они влияли только на копию портрета, а не на все слои. Зажатой клавишей Alt или Option на Mac подведи на границу между слоями. Теперь добавь черную маску слою с копией портрета. Зажатой клавишей Alt или Option на Mac кликни по значку маски. Теперь белой кистью со 100% параметрами протри зрачок глаза. Старайся не заходить на белок, но если нечаянно залез, то нажми на клавишу X, чтобы поменять цвет переднего плана на черный и прорисовать те места, на которые ты залез. Правой кнопкой мыши нажми на копии слоя с портретом и выбери параметры наложения. Поставь галочку на внутреннее свечение. Режим наложения нормальный, непрозрачность 70%, цвет черный, размер 20 пикселей, остальное без изменений. Таким образом мы создали темную кайму вокруг зрачка. В самом верху создай новый слой и выбери кисть с мягкостью 50%. Подбери размер кисти под блик и кликни на зрачке, в том месте, где необходимо его добавить. Сдублируй слой с бликом и инструментом перемещения перетяни второй блик на второй зрачок. Добавим мотылька. Открой мотылька в Photoshop и перетяни в рабочую область с постером. Увеличь или уменьшь его. Правой кнопкой мыши по слою с мотыльком параметры наложения. Поставь галочку тень. Режим наложения линейный осветлитель. Цвет черный. Непрозрачность 26. Угол 140, смещение 10 пикселей, размах 0%, размер 6 пикселей. Последним этапом сделаем темнее всю композицию, для большей схожести на плакат. В самом верху создай новый слой и переведи его в режим наложения умножения. В палитре цветов сделай белый цвет основным и двойным кликом по нему зайди в палитру цветов. Напротив буквы B поставь 90%. Это мы снизили яркость того самого белого на 10%. Сочетанием клавиш Alt плюс Backspace или Option плюс Backspace на Mac залей новый слой цветом переднего плана.
На этом все. Тебе лишь остается добавить текст. С тобой был Юджин из Графикор. Поддержи развитие канала любым приемлемым для тебя способом. Донатом, подпиской, лайком, комментарием. Поделись этим видео в соцсетях. И присылай свои результаты в телеграм-группу. Все ссылки в описании. Увидимся!